Доброе утро, коллеги! Сегодня мы проводим совместный вебинар с компанией FSLogix, и они расскажут, представитель компании FSLogix Майк Рот расскажет о их решении, которое позволит сделать жизнь администратора и скорость работы решений виртуальных десктопов, терминальных сервисов лучше, проще, быстрее, но об этом расскажет и покажет он сам. Я напоминаю, что мы, как всегда, записываем наш вебинар. Если вдруг вы будете вынуждены посреди вебинара покинуть его, вы получите потом ссылку на запись и на слайды. Поскольку Михаил не русскоговорящий спикер, в этом случае мы решили поступить следующим образом. Я буду основные мысли переводить во время его выступления, соответственно, и во время демонстрации я тоже буду стараться рассказывать о том, что происходит. Если у вас возникают вопросы, вы их по-прежнему можете писать в поле questions. Если это не вопросы, а обсуждения, соответственно, есть поле чат, в котором также можно написать либо пожелания организаторам, либо какие-то технические моменты, которые не относятся к вопросам. А сейчас я с удовольствием передам слово Михаилу, и мы начнем нашу презентацию. Михаил, you could start the presentation. Okay, great. Well, thank you for the introduction. So let me go ahead and start my slideshow here. So the first thing I want to do is to quickly give the attendees an overview of FSLogix, or to introduce FSLogix, because you may not know the company. And what I'll just explain is, who founded the company and why that's important, because it impacts what we do, how we do it, and Для начала what we do. я представлю компанию FSLogix, чтобы вы понимали о том, откуда взялся наш опыт и что из себя представляет компания FSLogix. So the first person I want to introduce is our current founder and CEO, and he's a man that knows a lot about the Citrix environment. В первую очередь я хочу представить основателя компании и текущего CEO. Это Кевин Гудман, который достаточно хорошо знает идеологию и Citrix, и виртуализации. Соответственно, он один из ключевых персонажей в компании FSLogix. And he's worked in this industry for about 17 years now, and he used to have a company called RTO Software, which had products that both Citrix acquired and VMware acquired. Он работает в индустрии уже больше 17 лет и был основателем компании RTO Software, которую в свое время приобрели и Citrix, и VMware. Citrix в 2004 году приобрел часть технологий, относящейся к управлению памяти, а в 2009 году VMware купила всю компанию. And the second gentleman I want to introduce is our current CTO, and he's a man that runs our development. Вторым человеком, которого я хочу представить, это Рэнди Кук, это CTO, технический человек, основатель компании, который, скажем так, внес именно технические идеи по тому, что из себя представляет FSLogix. He has a very strong history in dealing with applications, and he released the first application layering product back in 2001, which was acquired by Alteris, which is now Symantec, in 2004. Данная идея, скажем так, разнесения приложений по слоям появилась в 2001 году с выходом первого продукта по разнесению приложений по слоям компании FSLogix, not Logix, but Logic, которую в 2004 году купила компания Altiris, которую купил Symantec, и, соответственно, этот продукт компании FSLogix был ребрендирован в решение Altiris SVS. And then finally about me, I've worked in the Citrix space for I guess about 15 years now as well. I worked at some consultancy firms, and I worked at Quest and Dell, and also at Rest Software, looking after
workspace manager product. Ну и Михаил немного представляет себя. Он является директором в регионе EMEA и долгое время работал с решениями Citrix в качестве консультанта в таких компаниях, как Login VSI, в Dell Software работал с решением vWorkspace, и также он поработал в компании RES Software, которая занимается управлением рабочими местами RES Workspace Manager. So that's the introduction. Let's move on to the next slide. So we wanted to quickly mention, for those of you who know, that in November 2016, a very famous person in the Citrix industry invested in FSLogix. So that's something that is pretty proud. Одним из интересных моментов, который показывает, что решения FSLogix очень технически интересны, технически грамотные и имеют хорошее будущее, является то, что очень известная персона в мире виртуализации десктопов, виртуализации серверов и терминальных сервисов Брайан Мэдден в ноябре 2016 года инвестировал в компанию FSLogix и стал частью этой компании. Okay, so then we'll move on to our product overview. Ну, сейчас мы перейдем уже к обзору продуктов. So we have one product that you install in about 1 minute, and within that product there's 4 modules that you can license individually. Наша компания представляет один продукт, который устанавливается буквально за минуту, и внутри этого продукта есть 4 модуля, каждый из которых лицензируется по отдельности, может лицензироваться по отдельности. And the first module we call application masking. And application masking, I will discuss the biggest business benefits that our customers have. Первым модулем является решение application masking, и, соответственно, наверное, он представляет самый большой интерес с точки зрения бизнеса или влияния на бизнес компаний. And the reason why we created this module in the first place is to help customers reduce the number of managed images or golden images and silos that they have. И, наверное, основная причина, почему мы поставили этот модуль на первое место, заключается в том, что с его помощью вы можете значительно сократить количество управляемых образов и ферм, которые необходимы вам для работы с решениями по виртуализации десктопов и терминальных сервисов. And the reason why we focused on that is because many people, when they go to Citrix, they want to have management efficiencies or improvements, and the biggest gain you can have there is by having one golden image. Ну, как раз вот основная проблема, с которой часто сталкиваются конечные пользователи, это желание привести все к минимальному количеству образов, золотых образов, и, соответственно, облегчить себе задачу по управлению, по менеджменту этими образами. And the reason why it's sometimes hard for customers to have one golden image is because the more applications you add, the more difficult it gets to have one golden image. Ну и, соответственно, основной проблемой, почему заказчики не могут прийти к одному золотому образу, либо им это очень сложно сделать, заключается в том, что, добавляя новые приложения, вы увеличиваете сложность и, соответственно, растет количество образов, которых необходимо управлять. So we have a way to allow customers to install all the applications into the same image, and then we can make sure that when users log on to the Citrix server, they only see the applications that they are permitted to use. И наше решение как раз позволяет установить все предложения, которые необходимы пользователям, в один образ, и быть уверенным, что когда пользователь подключится к решению Citrix, он получит только те приложения из этого золотого образа, которые ему необходимы для работы. So that's the first reason why people use us most. The second reason is that with our technology, we allow people to have multiple versions of the same application in one layer.
Второй причиной, тоже немаловажной, по которой нас используют наши заказчики, применяют наши решения, является то, что мы позволяем использовать несколько версий одного и того же приложения в одном слое. And I will show this a little bit in the demo later. Как раз вот одну из этих возможностей мы посмотрим чуть-чуть попозже во время демонстрации. So that's people also see us as an addition to application layering or virtualization, like Unidesk is application layering. И это как раз позволяет нам выступать в качестве добавления к решениям по виртуализации и по решениям по разнесению приложений по слоям, например, такому, как Unidesk, о чем мы также немножко позже в сравнении с Unidesk поговорим ближе к концу нашего вебинара. And the last reason why people use us is because we provide for a very easy mechanism to control access to licenses of applications. Ну и также наше решение позволяет осуществлять очень простой механизм по контролю используемых лицензий, используемых приложений. So then I'll move on to a quick demo. Сейчас мы переключимся на небольшое демо. So over here we have a system. I hope you can see it a little bit. This is my the admin interface to one Citrix server. Сейчас мы подключились к административному интерфейсу одному из серверов Citrix. And this is this is the end user interface. Сейчас мы в этой консоли видим пользовательский интерфейс. See if this works. Okay, so I will show you that it's the same server that we are logged into. Not sure. So this is. Убедимся, что это фактически один и тот же сервер. Смотрим, что у нас здесь 103 IP-адрес и здесь то же самое 103 IP-адрес. Это один и тот же сервер, только в первом случае мы подключились как администратор, во втором случае как конечный пользователь. К десктопу терминального сервера. And now on this server, you see that I have Office installed, Office 2016 over here. Здесь вы можете видеть, что у меня на этом сервере для пользователя установлен Office 2016. You can see it here that I have Office installed. Также мы видим, что у нас здесь установлен Office из консоли программы и возможностей. So and now we are going to mask the Office application. So it means that this user will no longer have Office, even though he's on the same Citrix server as the admin. А теперь мы в консоли администратора скроем от этого пользователя Office, несмотря на то, что даже он у него был, и пользователь будет продолжать подключаться к тому же самому серверу. So the way you would do that is you would open our management console, which is this. Для того, чтобы это сделать, мы открываем нашу консоль управления FSLogix. And then you give the file a name. Находим соответствующий продукт. You can choose from the list of installed programs. So this is where we mask applications for applications that are already on the Citrix server. Ну и, соответственно, сейчас мы выбираем из списка уже установленных приложений то приложение, которое мы будем скрывать от пользователя. So here we go. We find Office and then we hit the scan button. Мы выделили Office, нажали кнопочку «Сканировать». And now we've figured out what this application is, so we can mask it. И теперь мы получили список правил для того, чтобы скрыть данное приложение. And next you can decide who can or cannot see Office. Теперь нам нужно решить, кто, скажем так, теперь не будет иметь права видеть Office. So you can do it by user or group, Можете выбирать либо по пользователям, по группам пользователей, по процессам, либо в зависимости от сетевого подключения или компьютера, с которого подключается пользователь.
Right, and I think you said network location and computer. Yeah. You can also make it effective immediately. So what I can do here is I can apply the rules. And now when we go to the user session, в силу мы можем нажать кнопку, и, соответственно, это немедленно будет применено к пользователям и компьютерам. У нас были выбраны все пользователи. Теперь мы подключаемся в пользовательскую машину, пользовательскую сессию. So notice how we didn't log off, so this is still the same Citrix server. Обратите внимание, что мы не делали логов, и, соответственно, теперь мы уже не видим ни одного офисного приложения у пользователя. So now you see that Office is missing from the start menu. То есть видно, что офис отсутствует и в меню пуск. И теперь, если мы запустим программы и функции, также здесь офис будет отсутствовать в списке установленных приложений. Right. So Office has also disappeared here, and just as quickly we can bring it back. А если нам необходимо это вернуть обратно, то, соответственно, переключаемся в консоль администратора, нажимаем кнопочку «Открыть», «Скрытое», и, соответственно, теперь мы видим список всех наших офисных приложений, которые опять появились для наших пользователей. So that's a quick overview of how you can mask applications. Это очень такое быстрое демо, которое показывает, как мы можем скрыть приложение от того или иного пользователя, уже установленное на терминальном сервере. So I'll continue the presentation. Ну, теперь мы возвращаемся обратно к презентации. So, how does this add value on top of Citrix environments? Ну, теперь давайте обсудим, как вот эта функциональность приносит дополнительные преимущества к инфраструктуре Citrix. So the first reason is that it's important for our customers to have a single golden image, because the more images you have, the harder the business case for the project gets. Соответственно, здесь мы можем в результате получить возможность иметь один образ MCS и PVS, который является, в общем-то, критичным фактором для успеха проектов Citrix. The second reason is that it helps reduce the number of silos. If you have multiple silos for Citrix, it's expensive to manage, and we can get you to one silo. Ну, также это позволяет нам сократить количество отдельных ферм и, соответственно, управлять меньшим количеством ферм, что в свою очередь приводит к снижению затрат на управление, на ПО, на оборудование. Another good reason is because we provide a great addition to application layering and application virtualization. Ну, фактически мы можем говорить, что мы являемся добавлением к решениям по виртуализации приложений и по размещению приложений в отдельных слоях, лейерингу. And the final reason why people use us on top of Citrix is to help with licensing of especially Microsoft applications in Citrix. И еще одним немаловажным моментом является то, что мы позволяем более четко и точно контролировать потребление лицензий, например, майкрософтовских приложений. And next I'll have some business benefits. So this is a reference customer that we have that went from 12 images to 1. Здесь у нас приведен слайд, который показывает одну из наших успешных историй внедрения, где заказчик смог сократить количество образов с 12, где у него было 150 приложений, до 1. The next is also another reference customer that we have that was a call center, and they had 10 silos, and with FSLogix they were able to get to one silo and saved a lot of money. У другого заказчика с помощью решения FSLogix удалось сократить количество отдельно стоящих ферм с 10 до 1, что, естественно, привело к серьезным снижениям затрат на инфраструктуру.
And the final quick customer reference is another reference customer that had a lot of silos and also application virtualization with AppV, and they use us to make to not have to use AppV as much. У третьего заказчика применение решения FSLogix также позволило практически полностью устранить отдельные фермы серверов, а также практически убрать необходимость в решении AppV для работы пользователей и позволило также уменьшить количество образов с 13 до 1. Okay, so that concludes the first module. Would it be a good idea to ask for questions now or do it at the end? Okay, just a second, Michael. Yeah, I will ask the colleagues. Yeah. I just check the questions. Да, they have a couple of questions. Console FSLogix app rule editor works only locally or remotely? As you show, it works remotely as well. Yes, both. Артем, соответственно, консоль FSLogix может работать не только удаленно, не только локально, но и удаленно. How you could work with application which create their own services and have a tight integration with operating system. For example, observe it for session recording. As far as we know, services are not a part of the problem, and integration with the OS is also not a problem because we are in the same OS, so it should not be a problem. I will translate the question. I will read in Russian and then answer provide your answer in Russian as well. Вопрос был, как обстоит дело с приложениями, которые создают собственные службы и имеют тесную интеграцию с операционной системой. Например, продукт Observe для записи сессий. Ну, со слов Михеля, это не является проблемой, поскольку они работают в той же самой среде, в том же самой операционной системе и прекрасно работают как сервисами, так и приложениями. Okay, we could go further because there is no more questions at this moment. Okay. Let me go to the next slide then. So that was the first module. Then we have a second module, which is specific to Java applications. Второй модуль, он интересен тем, что он относится фактически к одному решению. Это контроль за версиями Java. And the reason why we created this module is to help customers host multiple applications of Java on the same server. И причина, по которой мы создали этот модуль, является в том, что мы старались помочь тем заказчикам, которые были вынуждены использовать несколько версий Java на одном сервере, на одном десктопе. And the biggest business problem that we solve is that customers might have multiple Java applications that don't work with the same version of the Java runtime. И, наверное, основная проблема, которая решается здесь и позволяет заказчикам работать легче, проще, то, что у заказчиков очень часто встречаются различные бизнес-приложения, которые требуют разные версии Java и не могут работать с одной конкретной версией Java, например, самой там свежей, самой последней. It's usually very hard to deal with multiple versions of the Java runtime, and we allow them to coexist very easily all on the same server. Мы позволяем очень просто сосуществовать разным версиям исполняемых библиотек Java на одном сервере. And I'll provide a quick demo for that. Ну и снова я вам продемонстрирую то, как это работает. So the normal way that Windows works is that when you go to a Java website, it will always use the latest version of Java on your machine. Ну, обычно, когда нам необходима Java, мы идем на сайт java.com и получаем там самую последнюю версию Java, которая доступна на сайте.
Ну, сейчас вот мы видим, что нам на сайте написали, что доступна более новая версия Java, которая у нас есть. So you can see here it reports version 1.8, and on my machine I have 3 versions, and it's indeed the latest version. Ну и вот если вы посмотрите на то, что установлено на текущий момент в моей машине установлены 3 разных версии Java, 1.6, 1.8 и еще одна, 1.7. And so that's normal behavior. Now let's look at the scenario where you have an application that needs to use a different version of Java. Давайте посмотрим на то, как работают разные приложения, которые в системе, которым требуются разные версии Java. So remember, this is the same XenApp session, the same Internet Explorer exe, but just a different tab. Вот вы обратите внимание, что это та же самая терминальная сессия, тот же самый Internet Explorer, тот же самый exe файл, но просто отдельная вкладка. So now it's going to, if it works, report. So I'm not sure if you can read, but this is version 1.6 that this website is using. Соответственно, вот этот сайт, который проверяет версию Java, определил, что у нас установлена версия 1.6. So this is version 1.8. Здесь нам указана версия 1.8. And then this is version 1.6. So already have 2 running side by side. И обе версии Java работают одновременно в одном Internet Explorer. And it's actually very easy to configure that. Ну и достаточно просто сконфигурировать. So we have a management console for that, and what you would do is the following. Для этого модуля у нас есть своя управляющая консоль. So you add a rule, and you can pick which application or URL you want to give a different Java version. Вы можете выбрать, по какому URL или для какого приложения вы будете использовать ту или иную версию Java. So in this case, I'll pick an application. Вот, в данном случае мы выбираем приложение. Находим приложение, которому требуется старая версия Java, и указываем, что у нас вместе с этим приложением должна работать версия 1.6. And then you can pick the version of Java that you want this application to run with. Ну, на самом деле вы можете выбрать любую, но ту, которая необходима для работы конкретного приложения. In this case, I will pick 1.7. Сейчас выберем версию 1.7, например. And then when you save it, we'll launch the application. И сейчас запустим приложение. 1 second. Just to find the shortcut here. Сейчас, коллеги, секундочку, найдем шорткат. Ярлык для приложения. For some reason, it's not there, I think. 1 minute. Here we go. Sorry about that. Вот ярлык для запуска приложения, и, соответственно, мы запустили это приложение, и нам оно выдало сообщение, что текущая версия Java 1.7, как раз то, что мы выбирали для работы этого приложения. Yeah. So now we have version 1.7 running 1.8 and 1.6 all in the same session without doing any special. Теперь мы можем увидеть, что у нас в одной сессии работают 3 версии Java, одна в приложении, 2 в различных закладках Internet Explorer, и, соответственно, в одной и той же сессии без переустановки, без каких-то дополнительных ухищрений. Okay. So that concludes the demo for the Java module. Are there any questions about that? Коллеги, есть какие-то вопросы по вот этой части, по части, которая относится именно к Java?
Michael, at this moment I have not seen any questions from the partners and the customers, so we could switch further. If they decided to ask something, we could discuss it at the end of the webinar. Yeah, sounds good. Oh, just a second, there's appeared one question. Is it possible to change Java version on the fly? So when you run one application, you use 1.6, for example, without exiting application, could you switch to 1.7, for example? No, I think you have to relaunch the executable or open a new tab in the Internet Explorer. Окей. Вопрос был, можно ли поменять версию Java на лету? Соответственно, ответ следующий. Для того, чтобы приложение использовало новую версию Java, придется выйти из приложения, запустить его заново, либо открыть новый таб для, соответственно, Internet Explorer, или там Chrome для интернет-обозревателей. Okay, so we could go further. So just to summarize, the reason why we see this be a very popular choice for Citrix customers, because it makes it easy to manage Java all on the same server without having multiple silos or images or things like that. Ну и, соответственно, подводя итоги использования данного модуля, можем отметить, что применение Java модуля от FSLogix позволяет заказчикам резко сократить затраты и время на внедрение там, где используется большое количество различных Java-приложений в среде виртуализации Citrix. There was one question more. Does it work for any browser? No, it's only for IE. Нет, только для Internet Explorer. Вопрос был, работает ли это в любом браузере? Нет, только с Internet Explorer. Окей. Okay. This is just a quick example of a business case. This is a customer that had 3 Java applications that he needed to host on 3 images. Здесь у нас приведен пример истории успеха, где заказчик для своей работы был вынужден использовать 3 различных приложения, которые использовали различные версии Java. И, соответственно, применение модуля Java Redirection позволило им, соответственно, сократить количество образов до 1. Right, and we saved them a lot of money by allowing them to get to 1 golden image. I have already told this. Yeah, I thought you said that, but it was just a prediction. Okay. Yeah. Okay, so then on to the other 2 modules. So we've covered 2 now, and we're going to do 2 more. Теперь мы посмотрим еще 2 дополнительных модуля, которые есть у решения FSLogix. And these other 2 modules, so the first modules we discussed are to help IT build a better Citrix environment and in a faster way. Первый модуль, который мы рассмотрим, относится к возможности IT создать более управляемую среду. And these other 2 modules, called Profile Containers and Office 365 Containers, are designed to improve the user experience. Это относилось к предыдущим модулям. А сейчас мы будем рассматривать модули, которые позволят создать более комфортную среду работы пользователей. Это модуль, отвечающий за контейнеризацию профилей, и модуль, отвечающий за контейнер Office 365, за интеграцию с Office 365. So the profile containers really are designed to provide customers with fast, consistent and stable logins without any effort. Задача, которая ставилась перед модулем профиля, контейнеризации профиля, это обеспечить быстрый, стабильный логин в систему для пользователей и повторяемый. It also helps customers to remove the need for folder redirection. А также убрать необходимость для заказчика использовать перенаправление каталогов, перенаправление папок.
And it can also give customers what we call cache exchange mode or high performance outlook. А также этот модуль позволяет обеспечить то, что коллеги называют кешированным эксченджом или роумингом OST файлов. And finally, and this is new, we support Microsoft OneDrive in Citrix environments. Ну и также здесь новый элемент, то, что мы поддерживаем решение Microsoft OneDrive для инфраструктуры Citrix, первыми в индустрии. And I will show a quick demo about that. Ну и также я сейчас вам продемонстрирую небольшое демо работы этого модуля. So again, here we have our demo system. Ну, опять мы переключаемся в нашу демо-среду. Вы видите консоль административную, серверную и пользовательскую. So this is my test user. Здесь мы видим тестового пользователя. And you can see he's logged on here, so I'm not sure if you can read, but the name is Michel, the test user. Здесь мы видим, что у нас в системе зарегистрированы два пользователя: администратор и пользователь Михель для тестовой среды. And we'll show that his user profile is loaded on this machine. Сейчас мы увидим, что пользовательский профиль Михеля загружен на эту машину. Да, вот 950 мегабайт. And the profile is 1 gigabyte approximately. Около 1 гигабайта. So now let's log off this user. Давайте отключимся этим пользователем, сделаем операцию логов. And then, so FSLogix is already installed and configured from the profile container perspective. Ну и, соответственно, мы сейчас посмотрим с точки зрения модуля контейнеризации профиля, что у нас получилось. Мы видим, что здесь пользователя Михель уже нет. Yeah, so I logged off and my profile has been removed. Как только я отлогинился от системы, вышел из системы, мой профиль был убран с данного сервера. So now I will log in again. Давайте заново войдем в систему. So remember that the profile is about 1 gigabyte. Давайте вспомним, что профиль был размером где-то в 1 гигабайт. Давайте посмотрим. Да, вот он уже профиль загружен в среду, и, соответственно, мы вошли в пользовательскую сессию. And you can see how fast it was. So that's very fast. It loads a 1 gigabyte profile. И вы можете обратить внимание, как быстро загрузился профиль размером в 1 гигабайт в систему. But what's also very special is that you can see I have my OneDrive with me in my XenApp session. И также вы можете обратить внимание, что я здесь подключен к своему OneDrive здесь в терминальной сессии XenApp. And you can see it's completely up to date, so it's completely synced. И состояние этой папки OneDrive на текущий момент полностью синхронизировано. And the reason why this is so special is that we are different from profile management. So the profile container is a different approach. Здесь надо обратить внимание, что мы в этом плане очень сильно отличаемся от других решений по управлению профилями, именно как бы контейнеризации профилей. And it's because we do not copy settings back and forth. With us, the settings they live in a container in a network share. Ну, в первую очередь связано с тем, что мы не занимаемся копированием туда-обратно профиля, настроек, а все настройки, необходимые для работы, хранятся уже внутри контейнера. And you can see here when I type. На сетевой шаре. Соответственно, сейчас мы посмотрим, где это хранится и как это выглядит. So you can see here, you can sort by name, and here you can see this is my profile. И здесь вот по этому сиду для пользователя Михель мы видим, что расположен VHD файл, который, собственно, и представляет собой контейнерный профиль. And if you wanted to, you can even explore that VHD. Let's do that real quick. So it's a normal file.
Это обычный файл, обычный VHD файл, соответственно, с помощью диск менеджера можно этот файл посмотреть. And, we also have a command line tool for this, but I'll just show the simple example. Ну, в принципе, у нас есть и командная строка, но проще, наверное, посмотреть через такую наглядную утилиту. Опс. Yeah, I cannot do that over the network. Ну, вы не по сети сейчас это сделать нельзя. У нас запрет доступа. Но, в принципе, вы можете смонтировать именно VHD файл в систему и посмотреть отдельно настройки, какие-то файлы, которые расположены внутри VHD файла. But this is where your profile is contained, and all you have to do to configure this is to install our agent and to set either group policy or registry settings, and that's all you have to do. Ну, все, что вам необходимо, это поставить, соответственно, агента и дальше настроить групповые политики. So the big difference is that it doesn't matter how big your profile is. If it's, you know, like me, 1 gigabyte, it loads in a couple of seconds. But even if it's 20 gigabytes, it also loads in a couple of seconds because the size doesn't matter. Ну и в данном случае необходимо отметить, что размер вот при использовании этого решения не имеет значения. Независимо от того, какого размера у вас профиль, 1 гигабайт, как в нашем примере, 20 гигабайт, все равно он будет грузиться за считанные секунды. And another benefit is that we can support applications like nobody else does. So, for example, OneDrive, we're the only people that can make OneDrive work. И ну, другое преимущество это то, что в отличие от других решений мы можем поддерживать такие приложения, которые больше никто не поддерживает. Например, тот же самый OneDrive. And OneDrive is a good example of big amounts of data that you need to roam, but the same applies to Outlook or SharePoint or ShareFile or anything that has a big storage in your profile. Ну и на самом деле OneDrive, конечно, хороший пример, но туда же относятся точно так же и Outlook, и SharePoint, то есть любые приложения, которым требуется синхронизация больших количеств данных, большого количества файлов. I think that's what I wanted to show in the demo, so I'll continue with the Сейчас slide. мы обратно переключаемся на слайды, соответственно, эта демо закончилась, переходим к 4-му модулю. Ну и, соответственно, сначала обсудим те преимущества, которые приносит вот этот модуль к решениям Citrix. So this is, you know, how customers use this, and just, you know, for reference, out of all the FSLogix customers in the world, I would say 85% is a Citrix customer. В наших решениях порядка 85% это заказчики Citrix, ну и, соответственно, основным преимуществом то, что мы убираем проблему медленного логона, которая является, ну, скажем так, некой фичей, которая может убить любой пилот, любой proof of concept, либо, скажем так, любую продуктивную систему. And the reason why I mentioned that is that so all these customers that are also Citrix customers, they have UPM, right, Citrix UPM, but still they see that there's room for them to use profile containers. Но в том случае, если решение UPM, которое входит в состав XenDesktop, не может решить ваши проблемы, то FSLogix может обеспечить быстрый логон с первого дня. And another reason why it's important for Citrix customers and partners is that we provide this extremely good user experience without the traditional cost of profile management, which is typically very expensive. Ну, обычное решение по управлению профилями очень дорогостоящее, а здесь мы, соответственно, с ценовой политикой FSLogix можем обеспечить больше бюджета для Citrix и, соответственно, не требовать крупных вложений в дополнительные решения по управлению профилями. Okay. Then I'll move on to the other module, which is the Office 365 container. I will read the questions. Okay. Is this product work with desktop OS, then desktop infrastructure? If yes, for which operating system it will work? Windows 7, Windows 10? Windows 7 and above, and yes, it works for XenDesktop and XenApp.
Вопрос был, актуален ли продукт для инфраструктуры XenDesktop не только для терминальных сервисов, и если да, то для каких операционных систем Windows 7, Windows 10? Ответ: да, продукт работает с инфраструктурой XenDesktop в том числе, и для любых операционных систем, начиная с Windows 7. What happens if the storage with the profile will be unavailable? Then you will have a big problem. Then you will have no profile. Вопрос: какие последствия будут при недоступности хранилища с профилями? Ответ: будут большие проблемы, вы не сможете войти в систему. How big the load of the network working with such a profile? Do you have any examples with the sizing? We have, I don't have this in my slide deck, but we have some examples. What's most important to know, this is, thousands of times less than a roaming profile or other solutions, because this is block-based. Вопрос был, как сильно нагружается сеть при работе с такими профилями, есть ли примеры с сайзингом? Ответ: скорость работы практически в 1000 раз меньше. В данной презентации примера нету, но эти примеры есть. Михаил, there is on your website there is any sizing or any examples of the load? Yes. Да, на сайте есть примеры сайзинга. Если кому-то интересно, сходите на сайт компании FSLogix. Can we sync and isolate, for example, INI file which resides outside of user profile? Yes, if you want to, you can do that. It comes from another module, but you can. Вопрос был, можем ли мы синхронизировать и изолировать отдельные INI-файлы, которые располагаются вне профиля. Ответ: да, можно, но это не делается профилем, контейнеризацией профиля. How profile container will work on a, let's say, channel with the problems, the big latency, loss package, slow channel. So is it possible to use this solution for remote offices with not very good link? It's possible. So we've tested it to 150 milliseconds of latency, but the best practice is to keep it as close to the XenApp server as possible. Коллеги, вопрос был очень простой. Как контейнеры для профилей будут вести себя на проблемном канале, медленном, с большими задержками, потерями? И то есть есть ли возможность использовать для удаленных филиалов офисов с таким каналом? Здесь происходит некая подмена у вас понятий. Дело в том, что, и Михаил правильно говорит, лучшей практикой является размещение вот этого контейнера с профилем максимально близко к терминальному серверу, в принципе, в том же самом дата-центре. И, соответственно, они тестировали это решение, когда профиль располагался на канале с задержкой 250 миллисекунд от терминального сервера, это работало. Но если мы проектируем решение по терминальному доступу и по виртуальным десктопам, то обычно любое решение по управлению профилями, когда мы профиль грузим в виртуальную машину с клиентской операционной системой или в терминальный сервер, должно располагаться максимально близко к терминальному серверу или виртуальной машине, но это, в принципе, вполне объяснимо. Do you have any reports in your solution? For example, CSV, HTML, PDF. So is it possible to download report about applications, who has which limitations, so the administrator could easily and fast check who has more restrictions than the other? Yes, we have a reporting server that can show you that. Вопрос был, есть ли какие-то отчеты для данных решений, которые позволят выгрузить в CSV, HTML или другой формат, например, выгрузить отчет к приложениям, чтобы администратор мог увидеть, кому какие ограничения назначены. Да, есть отдельный репортинг-сервер для решения. Окей. Oh, yeah, there was two questions from Leonid Meisenberg, and he put it in a chat, not to the questions panel. Does it right that the first module where we hide application
If we hide application from the user could not understand the reason why he lost application. No any alerts or messages that sorry, we have to remove application from your environment. So I think that if the application is running, we'll leave it running. It's only when the next time they want to start it, it will be unavailable. But the user did not get any notice or alerts or any information that due to some reason. Окей. Вопрос был, получит ли пользователь какие-то уведомления, что у него убраны приложения, какое-нибудь предупреждение или, скажем так, сигнальный значок. Если у пользователя было запущено приложение, оно будет работать, продолжать работать. Если он попробует запустить, выйдет из приложения, попробует запустить его заново, он, соответственно, это сделать не сможет. Никаких уведомлений, никаких алертов пользователь не получит. Второй вопрос был, how FSLogix resolves problem with the log file when we have more than one session from different servers with many profile connections in one moment. For example, we run a couple of applications from different terminal services, and both of these services look into this VHD file. Yeah, okay. So we have the ability to solve that in a couple of ways. So I guess, first and foremost is, remember from the first module, many people use it to reduce the number of silos. Лёнь, вопрос был, как FSLogix решает проблему с блокировками к файлам, когда у нас больше, чем одна сессия с разных серверов. И, соответственно, несколько подключений фактически к одному файлу профиля. Но в первую очередь, что хочет Михаил отметить, что основная задача, как раз которую позволяет решить модули FSLogix, как раз заключается в том, чтобы убрать количество избыточных ферм и, соответственно, количество золотых образов. Поэтому такая задача обычно убирается автоматически. But also, you can configure a profile container for concurrent access. Но также вы можете настроить контейнер с профилем для одновременного доступа. But one will be read and write, and the other ones will be read only. Например, один из серверов может иметь доступ на чтение и запись, второй будет иметь доступ только на чтение. And the final way you can solve it is you can give customers a unique profile per server, but still have one place where you manage it. Okay, so Leonid develop his questions further, but for example, if I have a virtual machine, VDI solution, and in this infrastructure I also have a terminal server, so it is two connection to the profile. Yeah, if the profile can be shared, of course it depends on the operating system. Then you can use it FSLogix that way. If it's, for example, Windows XP or something, or Windows Vista or Windows 7, and you go to terminal server that's 2012 R2, then those profiles don't mix, right? It's not the same profile type. Ответ следующий, что вопрос был, если у нас инфраструктура виртуализации десктопов, когда у нас есть виртуальная машина и терминальный сервер, то у нас в любом случае получается как минимум два подключения к профилю. Ответ: все сильно зависит от того, какую инфраструктуру вы в итоге построили, к какой машине вы подключаетесь. Подключаетесь вы к Windows XP, Windows Vista и 2012 сервер, это разные профили, соответственно, тут у нас идет речь уже о разных контейнерах. Ну, а второй вариант — это постараться найти такое решение, когда у вас один профиль работает на чтение, запись, второй на чтение, и, соответственно, вы можете подключаться с двух и более источников к своему профилю. And one more questions. Do you have any recommendations about antivirus solutions which could work with the infrastructure? No, we really don't have any recommendations, because as far as we know,
everything works. We're just a part of Windows. Вопрос был, какие есть рекомендации по антивирусным приложениям. Ответ заключается в следующем, что по большому счету рекомендаций нет, поскольку FSLogix — это часть Windows, и здесь применимы все стандартные антивирусы. Maybe the guys have idea that you need to tune something, for example, exclude something from the scanning, or maybe other way to pay more attention for any models which more, let's say, dangerous from the scanning perspective. Not that I know of, no. Я немножко вопрос развил. Есть ли, может быть, какие-то дополнительные рекомендации по исключению из сканирования каких-то вещей, которые, например, могут оказаться опасными с точки зрения сканирования в рамках решения, повреждения файлов и так далее. Но Михаил говорит, что таких рекомендаций нету, поскольку он о таких проблемах не слышал. Okay, let's switch to the last part of the presentation. Okay. Yeah. Office 365 containers is very similar to profile containers. Контейнеры Office 365 очень похожи на контейнеры для профиля. But it's really used by customers that already have a profile management solution. Но предназначены для совместной работы с существующими у заказчика решениями по управлению профилем. So, for example, this could be REST software, or AppSense, or UPM, or video. Это может быть все что угодно. REST, AppSense, UPM, другие решения. Because the reason why we created this is because people might be happy with profile management, but they still have other problems that they cannot solve. Основная причина, по которой был сделан этот модуль, заключается в том, что заказчики могут быть вполне довольны своим решением по управлению профилями, но тем не менее у них могут быть некие смежные проблемы, которые они не могут решить с существующим решением по управлению профилем. И, соответственно, вместо того, чтобы менять все решение по управлению профилем, соответственно, FSLogix дает вот ту часть, которая позволит закрыть проблему с Office 365. So the biggest problem that people have is the ability to use Outlook in cache exchange mode. Ну и, соответственно, основная задача — это как раз обеспечить работу Outlook в кешированном режиме, так называемой OST roaming проблемы. This is a question. Do you know if everybody understands what the problem is with OSTs on XenApp? Коллеги, можете ответить на наш вопрос? Вам эта проблема знакома? Вы, скажем так, в курсе, в чем здесь основная засада? Просто поднимите руку, те, кто... Вот там есть у нас такой элемент, поднятая рука. Поднимите руку те, кто в курсе этой проблемы. I have see only at this moment three hands, four, which were raised, 5 from 35 people. Okay. So I'll just quickly give like our summary of the problem. Тогда Михаил даст небольшой, скажем так, развернет описание проблемы, в чем основная засада в данном случае. Okay, will do, please. Okay, so you can basically use Outlook in two different modes. One is online mode, and one is cache exchange mode. Вы можете использовать Outlook в двух режимах: онлайновом, либо в режиме кеширования эксченджа. And when you want to use cache exchange mode, you usually do it for performance reasons, so it performs better. Sorry, I was switched for the question. Could you repeat it? Yes. So when you use, people usually choose cached exchange mode because of better performance. Обычно люди выбирают режим кеширования из-за того, что он работает быстрее, особенно на небольших каналах. But when you use cache exchange mode, it will create a local copy of your mailbox in your profile, and this
this is an OST file that's a couple of gigabytes in size. Ну и, соответственно, для того, чтобы этот режим кеширования работал, что происходит? Система создает копию вашего почтового ящика на локальном устройстве. Ну и, соответственно, все это дальше попадает в ваш профиль. В зависимости от того, какие у вас почтовые ящики, какие у вас ограничения, это может быть пару-тройку гигабайт на вашем рабочем месте либо виртуальной машине. You know, you have to make sure that this big file is available to you in your next Citrix session, right? Because you don't want to download your mailbox every day. And without FSLogix, it's very hard to make sure that this OST file roams with you. Ну и, соответственно, дальше задача, если вы работаете в терминальном режиме, обеспечить доступность этого файла в следующий раз, когда вы запустите терминальную сессию. Если вы ее запустили с другого сервера, то необходимо, чтобы этот файл не качался заново, то есть не формировался заново локальная копия вот вашего почтового ящика, а подключилась она существующей копией. Ну и, соответственно, FSLogix решение позволяет сделать, снять нагрузку с таких задач и заниматься исключительно организацией доступа к контейнеру Office 365, то есть к профилю. So a similar problem exists for you know, for OneDrive. We talked about it a little earlier, but it's also a big folder that you want to retain between your different Citrix sessions. Ну, в общем, такая же проблема связана с OneDrive. Собственно говоря, опять-таки речь идет про репликацию большого количества данных для того, чтобы они были доступны конечному пользователю. Если мы прыгаем между серверами или виртуальными машинами, то, соответственно, нам нужен доступ к нашему OneDrive. Собственно говоря, либо вариант полной репликации каждый раз, либо, соответственно, использовать решение FSLogix Office 365 контейнер. And finally, what's unique about this module is that we also allow you to roam the Outlook search index. Новая фича, которая доступна как бета в первом квартале 2017 года, это возможность поиска в вот этом кешированном Outlook для терминальных серверов. And this is very special because on XenApp, the search index typically is per server, which is not very useful, and we provide for a way to make it per user. Но основная проблема заключается в том, что в XenApp вот поиск осуществляется именно с точки зрения сервера, а не по пользователям. Соответственно, они как раз, коллеги из FSLogix, позволяют решить эту проблему с помощью своего продукта. Okay, so how does this help in Citrix environments? Ну и, соответственно, давайте посмотрим, какие дополнительные выгоды это приносит заказчикам Citrix. Yeah. So what we see very often, maybe it's less in Russia, but when people go to Office 365, they choose cache exchange mode more, and then they get these problems that we can solve. Ну, Михаил не знает, насколько у нас широко распространен Office 365, но используя решение XenApp, многие пользователи, переходящие на Office 365, сталкиваются с проблемами, когда они осуществляют все больше и больше кеширования почтовых ящиков, у них появляются проблемы с производительностью, проблемы с управлением, и решение FSLogix позволяет обеспечить производительность на уровне нативного локального Outlook и, соответственно, функциональность уже самую для Outlook и для OneDrive, для всех пользователей Citrix. Yeah. I think in the meanwhile we had a quick question that somebody asked, you know, this information in the container, is that crypto safe or who can see it? So by default, I think only the system and the user has access to it, and this is done based on NTFF permissions. Sorry, I will translate the question and beginning of the answer. Вопрос был, информация содержится в контейнере, либо в контейнере профиля. Контейнер каким-то образом зашифрован криптографически, кто может получить доступ к этому VHD? Ответ следующий, что контейнер и профиль защищаются стандартными правами NTFS. Обычно это система и, соответственно, тот пользователь, которому этот профиль предназначен.
So you can change the NTFS permissions that we set on it automatically, and if you are worried about it, you can use the encrypted file system by Windows to make sure that nobody can steal the data. Если вас очень сильно пугает перспектива, что этот файл будет потерян, то вы можете изменить настройки NTFS разрешения, во-первых, а во-вторых, разместить этот файл на шифрованной файловой системе, encrypted file system, и, соответственно, более-менее спокойно спать. Yeah, in that sense, it's very similar to a normal profile. It's just a different format. Is it possible to synchronize profile container? Дим, я вопрос не понял. Sorry, I did not understand the question. I ask guys to clarify what. Okay. Maybe it's about replication or something. Synchronization between different container. Дим, напиши, пожалуйста, что ты имеешь в виду. У одного пользователя несколько контейнеров или как? Okay, we will go and Dmitry will clarify these questions more precisely, and then we will return to this question. Okay? Mm-hmm. Yes. The other thing what people like about us is that if people see barriers in going to the Citrix cloud or XenApp Essentials, I think they call it today. Mm-hmm. We remove those barriers, and Office 365 sometimes can be a big barrier. FSLogix также работает, позволяет убрать барьеры миграции в Citrix Cloud и работает также с облаком Citrix и с решением XenApp Essentials, которое пока доступно в качестве беты и выходит на замену майкрософтовскому application Remote App. Mm-hmm. And the final thing is that Office 365 containers is the only solution that Citrix and Microsoft together recommend to deal with Office 365 in a terminal server environment. И, соответственно, решение FSLogix Office 365 контейнер является единственным решением, рекомендованным как Microsoft, так и Citrix для использования в общей инфраструктуре с необходимостью доступа к Office 365. Okay, then I have a quick slide that compares the two different modules because they look alike very much. Соответственно, давайте посмотрим на сравнение двух последних модулей, которые выглядят очень похожи, но несколько отличаются. Собственно говоря, что у них общего, в чем отличие? Office 365 контейнер и, соответственно, профильные контейнеры. I guess the best thing to remember is that if you already have a profile management solution that you are happy with, then Office 365 containers is the good choice. If you don't have profile management or if you're not happy, then profile containers probably is the best choice. Соответственно, такое простое правило, которое позволит вам выбрать между двумя этими контейнерами, очень простое. Если у вас уже есть решение, которым вы удовлетворены, REST, Absence, UPM, Immediate, другие, то вам, скажем так, есть ряд нерешенных проблем, выбирайте Office 365, если вы не хотите менять свое решение по управлению профилями. Если такого решения, которым вы довольны, нету, то в этом случае профайл контейнер будет лучшим выбором для вас. Okay. Then here's an example of a hospital that had a lot of issues with Outlook performance. Пример истории успеха у одного заказчика, госпиталь, у которого были серьезные проблемы с производительностью Outlook. Внедрение решения FSLogix позволило сократить время запуска Outlook с 3 минут до нескольких секунд. И в масштабах всей клиники это привело к тому, что коллеги смогут обслуживать на 70 тысяч пациентов больше. And this is an example of a customer that had a lot of productivity gains, so they logged on faster and the application started faster because of FSLogix, and they saved quite a lot of money. Еще один пример – это компания EE&RU, которая выделилась из Caterpillar в 2012 году. У них были серьезные проблемы с производительностью, и после внедрения решения FSLogix они
ускорили запуск приложений, снизили количество образов и, соответственно, повысили удобство управления профилями и комфортность работы, соответственно, снизив такие вещи, как повреждение профиля и системные блокировки. Okay, and then I have some sample pricing. Ну и, соответственно, были вопросы по цене и, соответственно, тому, как это продается. Соответственно, вот слайд, который отвечает на ваши вопросы. Решение доступно как по модели подписки, так и постоянная лицензия. So I'm not sure what you said there, but it's subscription and perpetual. So you have two different models. Okay, Michael, I see the price for subscription, but what the price for perpetual model? Perpetual is let's say list price. We understand that it is the question of negotiation, amount of licenses, and so on, but as a starting point for discussion. So the 15 euros you see is subscription, so you pay that per year. Perpetual is only if you buy the suite, so that's all 4 modules together. Значит, подписка стоит 15 евро в год на пользователя. Если вам нужна постоянная лицензия, то это только в том случае, если вы покупаете весь набор продуктов, то есть все 4 модуля. I think it's about 43 euros or something like that for perpetual. Если память Михелю не изменяет, то это порядка 43 евро за весь набор. So 15 euros per user per day for also the whole suite. No, that's per module, per one module. Значит, 15 долларов за пользователя за год это за каждый модуль. Yeah. And of course you can, the more, this is per one module, so you can pick which module you like, but, the more modules customers buy, the cheaper it gets. Но, естественно, действуют всякие скидочные программы. Это за один модуль. Если заказчику нужно несколько модулей, то тут уже включается программа скидок. Okay. Then I will go, I think, to my last slide is to answer some frequently asked questions that we get because Citrix acquired Unidesk. Ну, вот этот слайд был добавлен по моей просьбе, потому что мы стали получать вопросы от партнеров и заказчиков о сравнении решения FSLogix с Unidesk. Ну, фактически речь шла о том, зачем нам еще одно решение партнерское, за которое, условно говоря, надо платить дополнительные деньги, когда Citrix купил компанию Unidesk, и теперь этот продукт будет включен в ту или иную редакцию XenApp и XenDesktop, и, соответственно, что заказчики могут получить, если они, несмотря на то, что Unidesk теперь является частью Citrix, решат приобрести решение FSLogix. So what we did is we looked at what did people use us for most before Unidesk, and then we looked to see what value we have for customers that already have Unidesk, because we already have joint customers that use and Unidesk and FSLogix, and the summary is that the value add for us was the same. All these things you see here are most important to our customers, and it's the same. На самом деле у коллег из FSLogix длинная история взаимоотношений, в том числе и с Unidesk, и есть заказчики, которые совместно используют и Unidesk, и решение FSLogix. Все зависит от того, какие задачи перед вами стоят и какие проблемы вы хотите исправить с помощью того или иного решения. Соответственно, если у вас какие-то из тех проблем, которые мы видим с левой стороны, то решение FSLogix может вам помочь в решении этих задач. Был еще один вопрос, точнее пояснение вопроса от Дмитрия Ульянова. Так, секундочку. Сейчас. They clarified the question about synchronizing the profile. If we roll out XenApp in several data centers, for example, Asia and locally, so we have different profiles.
do we have a chance to synchronize information between two profiles? So if we change something locally, it appears in a data center on the other side of the world or in Asia. You can, but you would have to script it together, and I'll explain how. Значит, вопрос был следующим. Если мы сервера развернули в нескольких разных цодах, например, в Азуре и локально, то у нас есть несколько профилей, и, соответственно, хочется сделать так, чтобы пользователь, изменивший что-то локально и, соответственно, изменился его профиль, все изменения были также отмечены в профиле, который находится в Azure. Михаил говорит, что это возможно с помощью скриптования. Could you shortly describe what they should do with the profile? Yeah. From scripting. So if you have, I think the guy said you have different profiles. So if you have different profiles, what you can do with FSLogix is you can programmatically open the profile, and then you can, programmatically make the change. So copy something in, and then close the profile. You can all do that from the command line. So you can do that to all the profiles. Ну, на самом деле ответ, я попросил пояснить, что нужно сделать для того, чтобы такую синхронизацию настроить. Ответ достаточно простой. Есть программные механизмы для того, чтобы получить доступ к профилю. Профиль в данном случае VHD файл. Мы оттуда можем те компоненты, которые изменились, вытащить и, соответственно, положить в другой профиль, который лежит, соответственно, в другом месте. Но это уже задача для, скажем так, продвинутых программистов и, соответственно, требует неких дополнительных знаний. And if it's the same profile, because we get this question more often, if it's the same profile, people use DFS for replication of the profile. Если это тот же самый профиль, то обычно заказчики используют distributed file system для репликации профиля. So that was my last slide. Коллеги, это был последний слайд. Соответственно, если есть какие-то дополнительные вопросы. The question was how the guys could get additional information about licensing, who sell this solution in Russia, and so on. I think that the better way to send you a mail, Michael. Yes, correct. Okay. Для тех, у кого есть вопросы по лицензированию, по стоимости, через кого это решение покупается, это партнерское решение. Компания Citrix в данном случае как инфраструктура выступает, где работает решение FSLogix. Поэтому любые вопросы можно писать Михаилу на вот ту почту, которую он здесь привел, mroth@fslogix.com. Коллеги, дополнительно еще есть какие-то вопросы? Okay, Michael, thank you very much for your presentation. Thank you, our attendees. Oh, there is one question. Приложение applications installed locally or delivered by network? Артем, на самом деле все зависит от того, где находится профиль, да, соответственно, само приложение ставится, какое приложение, которое там тот же самый офис или имеется в виду агент? I just clarify the question because I didn't understand the reason. Okay. We'll wait when the guys will rewrite the question. I will try to answer. Word ставится на терминальном сервере, и, соответственно, дальше он доставляться будет, естественно, по сети картинка. А само приложение, естественно, внутри терминального сервера ставится локально, и уже там мы на самом терминальном сервере с помощью консоли администрирования FSLogix скрываем или открываем это приложение для всех пользователей. Артем, я правильно понял ваш вопрос и правильно ли я на него ответил? Вы это спрашивали? Yes, it was the question about more terminal and VDI, so I answered. Okay, thank you, коллеги, большое спасибо за внимание.
за ваше, скажем так, участие в этом вебинаре. Напоминаем, что на следующей неделе у нас будет также совместный вебинар с компанией Bitdefender. Я сегодня разошлю приглашение. Это антивирусное решение для XenServer, которое вообще не требует установки каких-либо агентов, легковесных или обычных, и не требует пересылки информации по сети. Достаточно интересные возможности предлагает, и фактически разработано совместно Citrix, Bitdefender и компания Intel для того, чтобы осуществлять проверку от различных зловредных приложений того, что крутится на инфраструктуре виртуализации XenServer. Спасибо, до свидания. Еще раз напоминаю, что презентацию и ссылку на запись вы получите завтра, послезавтра.